Друзья, обратите внимание на эти метки белого и черного цвета. Это шарики, естественно, будут соответствовать скорости шарика. Даже есть теннисный шарик. Подходит. Это средний шарик. Мы его не будем так использовать, он будет крутиться по треку. Это метки также белого черного цвета, и чем больше метка, тем быстрее будет вращаться уже диск. То есть эти метки — это скорость диска. Добрый вечер. Трансляция сегодня идет в видеоформате, но при всех случаях добро пожаловать в класс на моем канале Рулетка и Мысль Лайв. Перекличку делать не буду. В класс вход свободный, выход по желанию. Сегодня тема Ее Величество умная рулетка. Так, надо убрать эти метки. Вот у меня есть коробочка. Чтоб не потерять их. Сегодня 21 августа. Сделаем несколько бросков. Напоминаю, что есть два типа броска. Открытая рука и закрытая рука. Шарик вышел неплохо. Посмотрим, уйдет он в 21, сосед, или где-то рядом. Ну, в принципе, шел туда. Если, допустим, мы играли тремя соседями, посмотрите, 21, 0, 6, то как раз сосед 6 и закрывает этот номер 13. Ну еще. Ну что, уйдет он 21, сосед? Посмотрим. Но так вышел неплохо. Видите, как замечательно. А он как раз пришел в сосед номер 21. И если бы вы поставили устную ставку 21, то ваш номер 2 был бы выигрышный. Замечательно. Ну что, продолжим. Так почему рулетку с одним зеро я назвал Ее Величество умная рулетка? Давайте разбираться. Вы знаете, что есть еще американская рулетка с двумя зеро. Красиво звучит. Американская рулетка с двумя зеро. Ну, супер-пупер. Но, кстати, вы можете нарисовать свои номера по кругу колеса рулетки, открыть свое казино, рулетку и казино назвать своим именем, но умной она не будет. И вот почему. Потому что на рулетке с одним зеро это прежде всего расположение номеров на колесе. Номера выстроены таким образом, что есть тир. Давайте я поставлю. Есть тир. Есть Арфалайнс. Есть Вуазан. Пропустил, извините.
И есть шпиль. Поставим 4 фишками. Вот так. То есть расположение номеров на рулетке с одним зеро, сектора Тьер, Альфа-Лайнс, Вуазан, шпиль, и мы закрыли все поле. Это показательный факт. И от этого, как говорится, никуда не деться. Давайте уберу сейчас. Опять все было понятно. Шпиль убрали. 4 номера. Кстати, я вот хочу сделать акцент на Альфа-Лайнсе. Посмотрите. Это не просто так. Посмотрите, видите, Альфа-Лайнс, да? Он расположен между Вуазаном и Тьером. 3 номера и 5 номеров. Вот пока обратите на это тоже внимание. Да, игроки знают, я все понимаю. Но мы сейчас говорим, почему рулетка с одним зеро умная рулетка. И вот этот момент Альфа-Лайнса очень-очень-очень на это показывает и подсказывает. Но прежде, давайте я вам покажу устную ставку 3 соседа. Тоже не просто так, потом мы к этому вернемся. Я поделил колесо на 8 зон. Об этом я говорил ранее в эфирах. Посмотрите, там все очень подробно рассказано. У нас есть 8 зон, у нас есть оптимальная ставка 3 соседа, закрывает 15 номеров. Если вы решили закрыть, допустим, в зоне 0, играете 0, 21, 28. Решили сыграть напротив 10, 3, 6, 1, играете 10, 3, 6, 1. Ну, продолжим. На самом деле, конечно, можно использовать 3 соседа, но можно сыграть Тьер, тоже очень удобно. Можно сыграть Вуазан, тоже очень удобно. А вот Альфа-Лайнс, помните, я вот буквально перед этим сказал, что я делаю акцент на Альфа-Лайнс. А вот Альфа-Лайнс 6, 17, 34 и вот эти 5 номеров 1, 9, 14, 20, 31 с противоположной стороны, в принципе, играть неудобно. Допустим, вы решили сыграть с этой стороны, зачем вам закрывать еще и эти номера? Ну, понятно, это неудобно. И вот открываю вам секрет. Почему так расположились номера в Альфа-Лайнсе на рулетке с одним зеро? И почему рулетка с одним зеро умная? Номера 1, 9, 14, 20, 31. Давайте я их поставлю. Рулетка нам подсказывает, что один сосед 5 номеров. И поэтому обратите внимание, что эти номера, 5 номеров, они заключены между Тьером и Вуазаном. То есть как бы стеснены вот этим движением, что не надо нам уходить дальше, потому что вот границы этих 5 номеров. И именно поэтому и получается у нас Альфа-Лайнс. Так выглядит, что один сосед, а ранее я говорил, почему один сосед 5 номеров. И вот сейчас я вам отвечаю, почему один сосед 5 номеров. Потому что он заключен и показан, этот сосед в Альфа-Лайнсе. 5 номеров, один сосед. Нам рулетка об этом подсказывает. И это общепринятое правило, что когда вы ставите в треке один сосед, вы же можете везде поставить. Давайте посмотрим. Вы можете поставить здесь сосед 5 номеров,
здесь сосед 5 номеров, здесь сосед 5 номеров. Но только в одном месте он с двух сторон сжат, скажем так, нет движения. Я думаю, вы понимаете, что я имею в виду. А с другой стороны у нас 6, 17, 34. И они тоже находятся между Вуазаном и Тиером, как бы сжатой границей. Вот отсюда и получились эти неделимые номера. То есть рулетка нам подсказывает, что используйте неделимые номера. Я просто их расширил, эти горизонты, то есть я написал эти номера, но 6, 17, 34 был как бы основой, была подсказка рулетки. И я потом понял, что рулетка с одним зеро – это умная рулетка. Именно вот на этих подсказках я к этому пришел мнению. И как оказался, я был прав. Ну, продолжим. Я только вам покажу сейчас неделимые номера. Посмотрите их. Вот видите, я по кругу сделал неделимые номера 0, 26, 32, 4, 15, 19 и так далее. Если вы выучите эти неделимые номера, то есть связка по 3 номера, только в 5, 10, 23, 24, видите, да? Там 4 номера, потому что 5 и 10, они 2 маленьких номера. Видите, какая умная рулетка? Она сделала 4 номера, и при этом 2 маленьких номера в середине. Это уникальный случай на самом деле. Если вы выучите все эти номера, то вы выучите расположение колеса на рулетке. А играть в поле неделимыми номерами очень удобно и быстро. И самое главное, никогда не пропустите ни один сектор. Но и на этом не заканчивается подсказки. Сейчас уберу. На этом не заканчиваются подсказки. Давайте продолжим. В Тиере рулетка нам подсказывает принцип 3 соседа. Посмотрите. 23, 13, 33, 15 номеров. Вот они. 23, 13, 33. Очень часто я даже видел, как люди играют тиер. Не тиером играют, а играют 3 соседями. Вот, пожалуйста, 3 соседа. Вот, пожалуйста, 3 соседа. Вот они в тиере. Пожалуйста, 13, 23, 33. Давайте я еще покажу вам 3 соседа. Вот, пожалуйста, 3 соседа. Я их просто разделил на 8 зон. Я пошел немножко дальше. Но подсказкой была, используя 3 соседа. Это, кстати, оптимальная ставка. 15 номеров вы закрываете в каком-то секторе. Вы уже не привязываете себя ни к Вуазану, ни к Тиеру, потому что если хотите сыграть зону 1, вы играете 1, 10, 22. Пожалуйста. Ведь не будете же в районе единички играть весь Тиер и Альфа-Лайз, да еще там неизвестно сколько там, что поле, что ли, все закрывать. Понятно, да? Так, сейчас я уберу. Ну, надеюсь, я достаточно ясно объясняюсь, что зачем стоит. Но самое интересное, и я вам сейчас расскажу, что рулетка с одним зеро не просто, что она умная, об ее величии. То есть она умная, это хороший уровень, так сказать, можно так сказать, умная рулетка, это красиво и хорошо. Но в ней еще есть и величие, я поэтому и назвал сегодняшнюю видеотрансляцию «Ее Величество умная рулетка». То есть мы поговорили сейчас, что она умная рулетка. Умная рулетка – это Тиер, Альфа-Лайнс, Вуазан, Шпиль. А теперь мы будем говорить о величии рулетки. То есть к умной рулетке мы сейчас еще раскроем секрет величия рулетки. Заинтриговал, надеюсь? Так вот, обратите внимание. Тиер, Альфа-Лайнс, Вуазан, Шпиль образовали
расположение номеров на колесе рулетки таким образом, что слева от зеро, смотрите, следите за мыслью, слева от зеро все красные большие 9 номеров, я имею в виду 32, 19, 21, 25, 34, 27 и далее, да? И между ними черные маленькие номера 15, 4 и 8, 10. То есть, с одной стороны у нас именно слева от зеро, нигде вы там больше не найдете маленькие черные или красные большие, они находятся только в одном месте. И это очень важно. Вот здесь заключается величие. Вы сейчас подумаете, что-то там нам втирает Сверслав. Нет, друзья, здесь есть величие, и вы сейчас скоро об этом узнаете. А с другой стороны, напротив, что у нас? Правильно, черные большие номера, 26, 33, 24, а между ними красные маленькие номера, 3, 12, 7. И нигде там вы не увидите красных маленьких номеров. Они находятся только здесь. И это не случайно. Так почему так интересно расположились номера? Но прежде я хочу вам показать, я их показывал, но я сейчас покажу, я как раз к теме, рапидную съемку, как шарик перекатывается. Ну, посмотрим. Вот, посмотрите. Вот он, шарик упал в 27 и перекатился в 6. Видите, как интересно? Здесь красные большие, черные маленькие. А теперь смотрите еще, как шарик себя ведет. Он сейчас останавливается в номер 27 и он уже не остановился в 6, а ушел в номер 34. И никаких магнитов тут написано было. Давайте откроем, откроем колесо. Да. Ну, попробую сыграть несколько бросков и в том и другом секторе, чтобы вы еще раз запомнили, что слева от зеро находятся красные большие, черные маленькие. Справа от зеро находятся, наоборот, черные большие и красные маленькие. Давайте сыграем и там в этих секторах. По скорости я запустил таким образом, чтобы шарик остался в этом же секторе, то есть в секторе черных больших и красных маленьких. Посмотрим, получилось у меня или нет. Пожалуйста, видите, он остановился именно в секторе черные большие и красные маленькие. Я использовал поставленный бросок. Кстати, сейчас дилеры, очень хороший уровень у дилеров, и в любом казино всегда есть дилеры, которые, ну что, я прям восхищаюсь их способностями. Молодцы ребята, молодцы. А теперь попробуем с этой стороны, где у нас черные большие, красные маленькие, чтобы шарик остановился напротив, там, где красные большие и черные маленькие. Это будет где-то вот так. Но, к сожалению, я его немножко передавил. Если он вот здесь остановится, будет хорошо, но он может уйти опять в этот же сектор. Я чуть-чуть его передавил. Сейчас посмотрим. Да, вот видите, да. Он прям в зеро упал. Да, я увидел, я перед этим, вы слышали, да, что если он не перескочит, но он упал прям в зеро, как бы, ну, как бы дал мне еще один шанс, еще один раз, потому что в данном случае зеро не относится ни к красным, ни к черным номерам. Он упал прям в зеро, и у меня есть еще один шанс исправить свою ошибку и сыграть
напротив и от сектора черных больших, красных маленьких, в сектор красные большие и черные маленькие. Вот я сейчас сыграл помягче, и прям летит в сектор напротив. Видите? Пожалуйста, вот он упал в сектор напротив. То есть, как я сейчас говорил, что я запустил таким образом поставленным броском, чтобы шарик ушел в сектор напротив, там, где красные большие и черные маленькие. Вы, конечно, скажете, так почему? Скажем, даже неправильно, я не так выразил свою мысль, извините. Вы можете, скорее всего, задать вопрос, ну и что? Какая разница? Ну, я вот нарисовал там свою рулетку, и, пожалуйста, игра не хочу, да? Свое казино открыл. Но такой вопрос, друзья, может задать обыватель. Это не его вина, потому что секреты, хоть и лежат на поверхности, а их надо увидеть и прочитать. Это как стихи писать. Все знают буквы, а великих поэтов не так много. Думаю, Александр Сергеевич Пушкин на меня не обидится. Его гениальную фразу «Любви все возрасты покорны» я продолжил. Делить любовь мы не способны, но путь единственный возможный найти. А вот далее внесите свою лепту в понимание. Нужно только одно слово. Допишите его. Ну и продолжим. Такое расположение номеров на колесе рулетки подчеркивает величие рулетки и еще и указывает, вам сейчас покажется странным следующие слова, уже величие шарика. Что это значит? Для того, чтобы сыграть дилеру, у которого поставлен бросок в цвет, допустим, в красные большие номера, допустим, в номер 34. А вы знаете, что все красные номера большие находятся именно с одной стороны, слева от зеро. И при броске дилеру рассчитать скорость диска и скорость шарика, правильно технически выполнить бросок, да еще чтобы он остановился прямо в номере 34, невероятно сложно. Но при выстрельном броске можно спрогнозировать дилеру, чтобы шарик остановился в номере 34 или рядом, 27 или в 25, или еще дальше. Но все равно там шарик ждут красные большие номера. То есть посмотрите, вот 34, а вот здесь все красные большие номера. То есть, допустим, он решил бросить номер 34 поставленным броском именно в цвет. Именно я сейчас говорю, что он играет именно в цвет. Не просто, как я сейчас кинул там с противоположной стороны, а именно в цвет. То шарик упадет. И он хочет сыграть альфа-ланс 34. Очень часто бывает альфа-ланс на альфа-ланс. Но это очень сложно. Он может упасть в 34 и пойти гулять по красным большим, я подчеркиваю, он будет гулять по красным большим номерам. И здесь его как раз и ждут красные большие номера. То есть умная рулетка, расположение номеров здесь, умная рулетка, величие рулетки, она понимает, что шарик имеет такую особенность перекатываться, если технически дилер, так сказать, нашел вот это совершенство давки, скорости, и шарик готов ему помочь, и он будет падать только в красные большие номера. Давайте вот я еще раз вам покажу вот эту рапидную съемку. Еще раз покажу. Еще раз покажу. Еще раз покажу. Главное, чтобы в зеро не попасть. Да. Еще раз покажу рапидную съемку. Обратите на это внимание. Да.
Это видео 6.17. Вот здесь шарик падает, смотрите, это замедленная съемка, перекатился в номер 6. А вот сейчас я бросаю таким образом, чтобы шарик остановился только в красные большие. Специально закрутил, вот где-то от 7 окинул, чтобы он остановился именно в красные большие. Вот на это обратите внимание. И вот он полежал в 27 и уже не остановился в 6, а ушел на 34. Так, давайте это мы закроем опять. То есть, я думаю, вы меня понимаете, да? И вы опять скажете, но ведь рядом есть черные маленькие номера, и шарик может перекатиться в номер рядом. Я вам скажу, да, я согласен, такое может быть. Но если вы внимательно смотрели видео «Время о высоком. Сосед и магия шарика», я как раз и говорил вам, что шарик может перекатиться в соседний или через один номер. Но почему, не сказал. Это еще один важный секрет. Но нужно некоторое понимание, что правильно, без лишних эмоций, принять эту информацию. Поэтому, друзья, впереди начнутся практические занятия. Друзья, мы прошли подготовительный курс. Подготовительный курс. Еще раз скажу. Друзья, мы прошли подготовительный курс. Его надо было пройти. В следующих эфирах будут уже практические занятия. Это длительный, очень-очень длительный процесс. Поэтому разговор будет о скоростях. В этом длительном процессе разговор будет о скоростях. И сразу, обратите внимание, и сразу хочу еще раз обратить внимание, если ваша выдержка оставляет желать лучшего, то лучше не ввязывайтесь в эту историю. Чтоб разобраться в скоростях, еще раз, чтоб разобраться в скоростях, требуется особое усердие. Особое усердие. Дважды повторяю, потому что это важно. Также особое желание. Дважды повторяю. Особое желание. И, конечно, ряд предварительных способностей, которые я без уведомления вам начал развивать вас в подготовительном курсе на протяжении почти 3 лет, показывая разные видео без объяснений. Поэтому прошу извинения. И, конечно, благодарю вас за терпение. Друзья, впереди практические занятия. Видеть ваше желание идти вместе к главному, а это будет исторический момент, в вашей активности, которую я смогу наблюдать в количестве ваших подписок на мой канал. Я посвятил этому моменту несколько десятков лет. Сделайте шаг навстречу, подписывайтесь на мой канал, а в количестве подписок буду понимать, что мы вместе. Друзья, обращаюсь к вам, говорю спасибо, что мы вместе. Еще раз, друзья, обращаюсь к вам и говорю спасибо, что мы вместе. Я уверен, что делает один человек, со временем сможете повторить. Тем более, что в класс вход свободный, было бы желание, а способность развиваться заложена в безвременной бесконечности. Но это уже совсем другая история. С уважением, Сердце Лайв. Спасибо, что мы были вместе. Надеюсь, я был понятен. И до новых встреч.